Как возможно вы уже заметили, на нашем CryptoHamster канале на заднем фоне появилась клетка с хомяком. И я вклеиваю логотип проекта прямо в колесо, когда рассказываю про этот проект. Но, честно говоря, проект сегодняшний как-то не особо впечатляет. Ну, собственно, как видно, хомяка, наверное, тоже не впечатлил. Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHamster. Мы продолжаем разбирать проекты, которые находятся на ранней стадии, у которых есть действительно перспективы на развитие. Не в этом сезоне, так в следующем, на булране. Перспективы по той причине, что у них есть нормальная инвестиция от фондов. То есть фонды занесли более-менее крупную сумму, и это уже о чем-то говорит. И так как такие проекты выделяют по 5, 10, 20% для своего комьюнити, то есть тем, кто помогает проектам на ранней стадии, пока у них нет токена, соответственно, те и могут больше заработать. И это, по сути, единственная возможность, на которой можно действительно заработать в такой период криптозимы. То есть работать сейчас и получить вознаграждение потом. Это могут быть амбассадорские программы, ноды, тестнеты и прочее, но это действительно, а возможно единственное, на чем можно зарабатывать на таком рынке. И сегодня мы разберем проект Эко. Эко очень такой, я бы сказал, не криптовалютный проект. Хотя создатель его это сооснователь CoinList. Давайте посмотрим, кто это. Инвестиции в Эко у нас 95 миллионов, что очень немало. Энди Бромберг. Это сооснователь CoinList, как я уже сказал. То есть и Капа, и то, кто его создатель, говорит нам о том, что проект, ну, по крайней мере, не скам. Я начал изучать фундаментал, и как обычно в своей табличке я заполняю все данные по всем проектам, которые разбираю, с ссылочками на самые полезные ресурсы этих проектов. Вы обязательно пользуйтесь этой табличкой, я оставляю ее в описании канала. А также я обновляю эту таблицу, когда что-то по проектам меняется. Допустим, вы не сейчас, а чуть позже будете смотреть мой ролик, возможно, когда вот StarkVA будет более актуален. И здесь будут обновленные данные. Вот, допустим, я последнее, что добавил, это новое приложение, которое можно тестировать в тестовой сети StarkVA. Вот оно в последнее в очереди стоит. Итак, возвращаемся к нашему Эко. Эко на самом деле это просто централизованная платежная система, которой прикрутили криптовалюту в качестве как бы вознаграждения за пользование этой платформы. Вы когда будете совершать оплаты, переводы, траты с карточки Эко, вам просто будут зачисляться бонусные Эко-поинты. И все. То есть в остальном приложение полностью централизованное. Почему оно централизованное? Почему таким путем пошел человек, который скрипты? Не совсем понятно, в особенности по той причине, что он презентует свое приложение, свою систему как децентрализованную, то есть как альтернативу банковской системе, плохой системе, которая взимает с клиентов по 3-4% в год. То есть банки зарабатывают на клиентах, соответственно, они посредники, но в наше время пришел блокчейн, чтобы избавиться от этого. Но при этом создатель Эко, он создает не криптовалютное какое-то приложение, где можно будет, допустим, теми же стейблкоинами или централизованными цифровыми валютами национальными делать обмены, а создает такое же централизованное платежное средство, но только с меньшим количеством посредников, чем в банках. Вот он перечисляет, что мол, банки берут ежегодные сборы, есть комиссии за перевод баланса, еще там комиссии за пополнение, за снятие с банкомата и прочие сборы. Допустим, вот в США там банки гребут с людей намного больше, поэтому для них это может быть более актуально. Собственно, приложение Эко, оно направлено под США и полностью регулируется. По этой причине ждать, собственно, вот
как на чаще весов. Если что-то делается децентрализованно, оно не входит в правовое поле, и распространить это среди обычных обывателей намного сложнее. Так вот, сооснователь пошел таким путем, чтобы делать более доступным для людей. То есть это платежная система, которую можно оценивать точно так же, как и PayPal, допустим. Только вот они говорят, что мы не будем брать комиссии за переводы, за пополнение, прочее. Как я понимаю, они будут зарабатывать за счет того, что выпустят токен ЭКО, и какой-то процент от общей эмиссии, допустим, там, как обычно, 10-15% будет их разработчиков. И с этого они уже будут иметь свою прибыль. Но есть очень прям грандиозные подводные камни. Ну, может быть, я ошибаюсь, но, как мне кажется, такого не должно быть. Если мы зайдем в пользовательское соглашение, то здесь его просто страшно читать, потому что на сайте все очень красиво. Здесь давайте я пройдусь по самым таким устрашающим пунктам. Вот, допустим, пункт 4.5. Риски потерь. Когда вы удерживаете баланс на своей учетной записи, соответствующие средства хранятся у стороннего поставщика. Если такой сторонний поставщик терпит нарушение безопасности или другие убытки, вы можете понести потерю части или всего вашего баланса учетной записи. То есть деньги находятся не у вас, как на криптовалютном кошельке, то, собственно, к чему мы все движемся. Деньги находятся не у ЭКО на балансе, а где-то у сторонних лиц. При этом ЭКО обещает нам как бы уменьшение или сведение к минимуму количества посредников, хотя в этой ситуации сам ЭКО уже является посредником, и те третьи лица, у кого хранятся деньги, тоже являются посредниками. И здесь еще непонятно, как они могут не взимать комиссии с клиентов, если тот, кто хранит эти деньги клиентов, он же как бы их хранит не за просто так, должен какую-то комиссию в конечном итоге взимать. Дальше, 8.3 пункт. Прекращение, поправка. Мы можем расторгнуть настоящее пользовательское соглашение или приостановить или прекратить действие вашей учетной записи или вашего доступа к любой службе ЭКО в любое время по любой причине. Ну тут без комментариев просто. И у них нет страховки. Депозиты, хранящиеся на эко-платформе, не застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов, известной в США, Корпорацией защиты инвесторов, ценные бумаги или какой-либо другой государственной или частной схемой или программой страхования депозитов. То есть, собственно, а в чем тогда преимущество ЭКО, допустим, по сравнению с теми же банками или брокерами, которые дают такие страховки? А преимущество ЭКО в том, что они обещают вам сделать 2,5-5% годовых за то, что вы будете держать деньги на их депозите, плюс еще примерно 5% кэшбэка, если вы будете пользоваться их сервисами, такими доступными, как Amazon, Uber и другими, которые еще появятся в их приложении. Ну и как я говорил, у ЭКО будет свой токен, и за трату долларов с карты ЭКО, она, кстати, будет MasterCard карта ЭКО, вы будете получать примерно 1,5 эко-балла. Примерно, потому что в зависимости там, от суммы, которая у вас находится, и от зависимости от того, как вы рассчитываетесь, допустим, платежи, вы будете уже получать не 1,5, а 0,4 эко-балла. То есть в среднем пускай $1 это 1 эко. Таким образом, ну, мы не можем посчитать, насколько это будет выгодно, так как цена токена ЭКО пока неизвестна, токеномики нет, но зато есть просто огромнейшее количество возможностей заработать эко-поинты до начала их выпуска. То есть эко-поинты, которые позже станут эко-токенами. И такая возможность предоставляется через Discord. Но об этом мы поговорим сейчас чуть дальше. А сейчас я хочу сделать свой вывод по поводу эко. Почему это вообще устаревшая система? Ну, попытка сделать лучше старую систему. Дело в том, что эко говорит, что мы хотим убрать посредников, их очень много в банке, но
то же время создают посредником себя, потому что это не блокчейн, где пользовательские средства непосредственно хранятся у вас, и при этом еще и привлекают третье лицо, которое тоже является посредником. И таким образом, то время, когда вот-вот должны появиться цифровые национальные валюты, которые будут храниться непосредственно в кошельках пользователей, они создают такое еще одно централизованное приложение. Я вот просто элементарно покажу сейчас наше украинское приложение Dia, и здесь есть в этом цифровом приложении все необходимые документы. Это водительское удостоверение, паспорт, заграничный паспорт, прочее, прописка. То есть я могу просто в любой точке Украины подойти, показать вместо паспорта это приложение, и все, документы с собой не брать. И сейчас разрабатывается цифровая гривна, которая чуть позже появится просто вот сразу в этом приложении Dia. И это приложение есть буквально уже у каждого. Таким образом, цифровая гривна будет храниться непосредственно у вас. И вы, если когда куда-то кому-то ее переводите, вы просто платите комиссию, которая берется непосредственно с блокчейна, а так как блокчейн масштабируется, то эта комиссия будет скоро там, с временем нулевая, и вообще нет никаких посредников в итоге. То есть зачем создавать централизованное приложение, если есть уже такое? Это как бы совершенно непонятно. Возможно, там в США просто у них много бюрократии и правовое поле просто до невозможности все ограничивает по такой причине. Ну, будет в общем видно. Нам главное это то, что у Эко есть возможность заработать поинты. И теперь мы переходим к последнему, а именно, собственно, тому, на чем можно будет заработать за активности эко-поинты, которые позже станут эко-токенами. И здесь, как я уже сказал, просто огромнейшее количество таких возможностей, скажем, точнее заданий. Здесь нет нод, здесь нет амбассадорки, здесь есть просто очень много заданий в Дискорде. Энди Бромберг сделал большую ставку на развитие проекта через комьюнити. То есть сделать как можно больше комьюнити, которое любит эко, и таким образом больше распиарить проект. Для того, чтобы перейти в Discord, у нас нет прямой ссылочки. Сделано это так. Вы переходите на сайт эко. Здесь оставляете свою почту. Потом с почты переходите по ссылочке, и у вас появляется форма, которую необходимо заполнить. После заполнения этой формы вам предоставляется ссылка на Discord. Перехожу в Discord и показываю, сколько здесь есть разделов. Большинство из этих разделов имеют прямое отношение к возможности зарабатывать эко-поинты. Смотрите, вот видите, просто нескончаемое количество. Начнем сверху. Вот контент, мемы. Ну, здесь все понятно. Дальше. Эко-креатив. То есть вы делаете какой-то креатив. Причем каждому разделу есть закрепленная запись. Здесь вы можете прочитать, какое задание и какие будут за это награды. Вот, допустим, задание создать определенный контент, вообще не касающийся даже эко. Это контент, кажется, про фантастику, да. И здесь, допустим, вот первое место получает 100 поинтов, второе место 75. Идем дальше. Талант пул. Тоже закрепленная запись, и здесь задание. Идем дальше. То же самое. Какой-то проект Magellan. Здесь, видите, тоже в закрепе есть что-то. Потом Eco Pets, то есть вы просто выставляете свой логотип Eco и с аккаунтом Discord, ссылочкой на аккаунт Discord, и здесь вам, пожалуйста, вот смотрите, творческие работы людей, за это они тоже получают баллы. Если я перейду в закреп, здесь тоже должны быть подробности. Переходим дальше. Просто в выходные и праздники здесь люди выкладывают свои фотографии.
тоже не просто так, за это они что-то получают. Eco Food Good, потом Big Eco Index. Даже есть такое задание, вы просто фотографируете свою еду и чек, есть даже сказано, какую еду, делаете фотографии по понедельникам, и каждый, кто сделает вот 2 фотографии в неделю, получит по 10 токенов, то есть 20 токенов можно получить за неделю. Но давайте посчитаем, сколько это в принципе выходит. Выгодно ли это? Но как вы помните, ранее я говорил, что в первую очередь токены будут получать те, кто пользуется непосредственно эко-карточкой, и за каждый потраченный $1 в среднем будет получать 1 эко-токен. Таким образом, если среднестатистический американец тратит 3-4 тысячи долларов в месяц, то за год он потратит примерно $40 тысяч, и это будет 40 тысяч токенов эко. В то же время, если мы посмотрим на Discord, какие там возможности заработать эко-токены, то они совершенно мизерные, чем вот здесь у человека, который просто будет пользоваться их карточкой. Вот, допустим, возьмем раздел Meme Labs. Здесь у нас разборы по мемам. Нам что-то нужно сделать. Первое место это 30 баллов, второе 20, третье 15 эко-токенов. То есть вообще совсем чуть-чуть. И есть задания, где можно получить там 150 токенов. И возможно, если так основательно за это взяться, посвятить себя в это, заходить в каждый раздел, каждый день выполнять определенные задания, можно накопить достаточно солидное количество эко. Плюс не исключено, что те, кто были в самом начале, они получат еще дополнительные какие-то вознаграждения. Потому что создатели обещали, что те, кто с нами с самого начала, преуспеют. То есть может это действительно так, и не стоит пренебрегать этой платформой, в особенности учитывая, что в нее все-таки инвестировали $100 миллионов, 95, если быть точным. Ну вот, собственно, все. Я провел как можно более детальный ресерч на проект, который находится на ранней стадии, в который хорошо занесли фонды, и буду продолжать делать разборы таких проектов на ранней стадии, именно хороших проектов, которые с большой вероятностью на следующем булране попадут в топ-10-топ-50. За это, я думаю, заслужил, возможно, на лайк, вашу подписку. А также обязательно подписывайтесь на наш Telegram. Здесь больше информации, она выходит раньше. Допустим, о данном проекте я еще вчера написал статью. Таким образом, вы сможете получать информацию сразу. Хорошего вам дня, до скорых встреч!